Всем привет! Наконец-таки у меня дошли руки записать это видео, и в этом видео я вам расскажу о том, как меня пытались изнасиловать в автостопе. Но сначала хочу сказать, для чего вообще я рассказываю эту историю, потому что некоторые меня спросили, зачем, это же негативная история, зачем ее рассказывать. Но я подумала, что многим было бы, наверное, интересно узнать, что произошло. По крайней мере, если бы с кем-то из моих знакомых произошла такая ситуация, мне бы было интересно узнать, почему так произошло, как вообще человек мог оказаться в такой ситуации, как он из нее выбрался. Поэтому, кому интересно, можете смотреть, кому нет, кто не хочет негативных историй, пожалуйста, никого не заставляю. В общем, ехала я из Ривьера Наярит в Мехико-Сити. Проехала я с 3 водителями и остановилась возле одного большого города, Гвадалахары. Там меня подобрал один мужчина-фурист, и нам с ним было ехать примерно 6 часов по пути. Показался он мне таким нормальным, ему 27 лет, он рассказал о своей жизни, я рассказала о своих путешествиях. Часа 3, наверное, 4 мы вместе ехали, и потом остановились возле одного городка. Остановились мы на трассе, и он пошел покурить на улицу. Там на улице стоял какой-то парнишка лет 20-23, ну, молодой, типа как я примерно. Худенький такой, видно, что не богатый, и, скорее всего, я подумала, наркотики продает. Чтобы вы понимали, фуристы, они всегда как бы под наркотиками, потому что у них далекие поездки, им нужно не спать, они там что-то нюхают, не знаю, особо не вдаюсь в подробности, особо в этом не разбираюсь, но я знаю точно, что они употребляют наркотики, то есть если они покупают при мне что-то или курят при мне что-то, я как бы не против. В этот раз я подумала, что он пошел покурить и купить какую-то наркоту. Минут 10 они, наверное, болтали на улице с этим парнишкой. Я сидела в машине, в телефон залипала. Потом он возвращается. Не знаю, были ли вы когда-нибудь внутри фуры, но там, короче, одно сиденье для водителя, одно для пассажира и сзади кровать. В общем, он говорит, можешь, пожалуйста, сесть на кровать, потому что этот парнишка с нами поедет. Но я-то понимаю, что если в фуре больше 2 человек, то по-любому кто-то сидит на кровати. Я говорю, да, без проблем. Залезает эта парнишка, здоровается, все нормально. Едем минуты 3 вместе, и он снова останавливается. Они начинают разговаривать что-то между собой на испанском. Мой испанский не супер, конечно, хороший, поэтому я понимаю какие-то отдельные слова, но не понимаю, всю суть. Водитель дает этому парнишке 200 песос, это примерно 1000 рублей. Я думаю, парнишка сейчас, наверное, даст наркотики этому водителю. Но нет, парнишка поворачивается на меня и спрашивает, кем ты приходишься водителю? И водитель вперед меня отвечает, мы друзья. Я думаю, наверное, надо сказать, что мы друзья. Тоже говорю, мы друзья. И он начинает что-то быстро-быстро говорить на испанском мне. И я не понимаю, я понимаю только отдельные слова, и по интонации догадываюсь, что что-то, плохое происходит. Я поворачиваюсь к водителю, говорю, что происходит? И он говорит, он хочет нас ограбить, у него пистолет. Я такая, Ладно, думаю, эту ситуацию я уже проходила, сейчас просто отдадим все, что он хочет, и он свалит. Но не тут-то было. Я говорю, смотри, у меня есть рюкзак, я открываю этот рюкзак, показываю, у меня тут вещи, у меня вообще ничего, у меня даже денег, у меня было на тот момент что-то меньше 1000 песос, меньше 5000 рублей. Я говорю, я путешествую по Мексике, у меня нет почти денег, ничего нет, но если тебе нужно, если ты хочешь продать это, возьми, пожалуйста. Он говорит, мне не нужен твой рюкзак. Я говорю, что, тебе телефон нужен мой или что? Он говорит, нет, мне не нужен твой телефон. Говорит, снимай одежду с себя. Я говорю, зачем снимать одежду с меня? Ты настолько нищий, что тебе хочется продать и эту одежду или что? Он мне говорит, нет, просто снимай одежду. Я говорю, можно я хотя бы поменяю на ту, которая у меня в рюкзаке лежит, хотя бы на шорты какие-нибудь? Он говорит, нет, снимай одежду просто и давай мне ее сюда вперед. И водитель пускай тоже раздевается и садится на кровать. У меня в голове вообще не укладывается. Думаю, что у него за план там, если он хочет все вынести, оставить нас голыми, чтобы мы никуда не убежали, я не знаю, не побежали, не знаю, на помощь просить. И я пытаюсь тянуть время, пытаюсь задавать побольше вопросов, и он, бесится от этого и закрывает шторку, там есть шторка возле кровати, и говорит, раздевайтесь, я смотреть не буду. Начинаю потихоньку раздеваться, потому что он уже начинает злиться, он говорит, я тебя сейчас ударю. Начинаю снимать кофту, в это время пытаюсь открывать эту шторку, чтобы поговорить с этим парнишкой, но водитель почему-то мне не дает этого сделать. Начинаю снимать штаны, водитель сидит и не раздевается. Я спрашиваю, а ты почему не раздеваешься? Он говорит, да вот, раздеваюсь. Я думаю, что-то как-то странно вообще, почему он ничего не пытается сделать? Парнишка-то худенький, маленький, а водитель такой, побольше, и тем более нас 2, а парнишка 1. В этот момент начала подозревать, что, возможно, водитель подстроил эту ситуацию. Я думаю, так, ладно, никому верить нельзя, надо свою жопу спасать. Нашла еще одну дырочку, из которой я могу посмотреть, что там вообще спереди фуры происходит. Смотрю эту дырочку и понимаю, что у парнишки нет пистолета, то есть они меня обманули.
у него вообще ничего нет с собой. Я уже сняла штаны в этот момент, мы отдали одежду вперед туда вот этому парнишке. Я говорю, ну и что дальше? Думаю, ну сейчас он, наверное, возьмет все вещи, которые ему нужны, и уйдет. Перед этим я спрятала свой телефон под одеяло на кровати, потому что думаю, ну если он возьмет, что надо, хотя бы у меня телефон останется. Я говорю, что дальше? Он говорит, а теперь занимайтесь сексом. И тут у меня в голове все сложилось, как пазл. Я думаю, ну понятно, короче, водитель все это подстроил, заплатил деньги парнишке. Ну, естественно, я этого делать не собиралась. Я думаю, буду до последнего бороться. Я, короче, начинаю спрашивать, ты кто вообще такой? У водителя начинаю спрашивать, кто это, что это за парень, что он вообще тут делает. Я начинаю открывать эту шторку, ну, со всей дури. Парнишка этот, ну, видимо, пугается или что, уже такой на панике немного. Открывает дверь фуры, говорит, я своих друзей зову. Я думаю, блин, там, наверное, снаружи много народу, сейчас меня тут точно вообще убьют, вообще все вместе изнасилуют. Парнишка спрыгивает с фуры, я думаю, это момент, я могу сейчас убежать. Хватаю свои вещи какие-то, выпрыгиваю с фуры. Оглядываюсь, а там вообще никого. То есть это парнишка, он просто, видимо, испугался и убежал. И я думаю, так, что я сейчас могу делать? И вспоминаю, что у меня телефон остался в фуре. Я думаю, окей, вроде, ну, типа, опасности никакой, могу быстро вернуться, взять телефон и убегать дальше. Водитель мне говорит, поехали. Я говорю, нет, конечно. И я просто бегу, куда глаза глядят по дороге, голая, ну как, в нижнем белье в одном. В руках у меня рюкзак, моя одежда, которую я сняла, телефон. Пытаюсь тормозить в этот момент машины. Ну, естественно, никто не останавливается, думает, наверное, больная какая-то. И Фурис закрывает дверь и просто уезжает. И я, короче, понимаю, что никто не остановится, если я так буду продолжать бежать голой и пытаться тормозить машины. Я останавливаюсь, одеваюсь потихонечку, встречаю мужчину, женщину и маленького ребенка, таких прям очень-очень нищих. Они шли по дороге и собирали жестяные бутылки от пива, чтобы, видимо, продать их. И они начинают спрашивать меня, типа, что произошло, а я никому не доверяю, я думаю, вдруг это друзья этого чувака или что-нибудь. Ну, такая вся на стороже, если что, бежать. В итоге потом поняла, что они нормальные, рассказала им все, они говорят, давай мы с тобой, ну, типа, пройдемся подальше. Вот, они со мной прогулялись 1 километр, они хотели подождать, пока я поймаю новую машину или автобус. Я говорю, блин, никто не остановится, если мы будем здесь все вместе. Больше шансов, если я буду одна. Через несколько минут буквально я поймала еще одну фуру. Там мне попался очень хороший мужчина, он мне так помог. Вот, что могу сказать? Конец истории. Вот такая херня произошла. Многие меня спрашивают, что теперь автостопом будешь продолжать ездить? Я много об этом думала. И, короче, да, буду. Что я могу сделать? Это часть моей жизни. Автобусы слишком дорогие, чтобы путешествовать, а сидеть дома просто и, ну, не знаю, не для меня это. Короче, можете сказать, что я глупая, там и все такое. Ну, вот такая вот у меня жизнь веселая, прекрасная. Короче, рада, что все обошлось. И вот, делайте выводы, ребята. Делайте выводы.